В нашей Вселенной есть дыра. Она протекает. Она больше всего, что мы когда-либо видели раньше. Человеческий разум даже не способен представить нечто настолько огромное. Ну, по крайней мере, мой. Точно нет. Эта растущая черная дыра нашу Солнечную систему затянет в это гигантское ничто. Или я просто раздуваю проблему. Давайте разберемся. Вселенная заполнена материей неравномерно. Огромные пустые области, называемые пустотами, voids, составляют около 80% ее объема. Даже наш Млечный Путь находится внутри одной из них, так называемой локальной пустоты. Но есть одна пустота совершенно другого уровня. Она называется пустотой Бахуди, и ее часто прозвали «Великим Ничто». Это гигантский, почти полностью пустой пузырь пространства, расположенный далеко в созвездии Бахудис. Один лишь его размер делает эту странную структуру практически невероятной. Пустота Бахуди простирается примерно на 330 миллионов световых лет. Для сравнения, ширина нашей небольшой Солнечной системы составляет чуть больше 3 световых лет. И при этом в пустоте Бахуди содержится очень мало галактик. По сравнению с остальной Вселенной она практически пуста. Это делает ее одной из крупнейших известных пустот и одним из самых больших пустых пространств, которые мы когда-либо обнаруживали. Если бы наша галактика находилась внутри пустоты Бахуди, большую часть истории мы бы вообще не видели других галактик. До 1960-х годов наши телескопы просто были недостаточно мощными. Другие галактики находились бы слишком далеко и были бы слишком тусклыми, чтобы их заметить. Только в 1960-х, когда телескопы стали значительно лучше, мы смогли наконец увидеть очень далекие и слабые галактики. Если бы мы жили внутри этой пустоты, именно тогда мы впервые осознали бы, что другие галактики вообще существуют. Но давайте разберемся с очень важным вопросом. Как вообще образуются такие гигантские пустые пространства? После Большого взрыва вся материя во Вселенной начала распространяться, но распространялась она не идеально равномерно. Крошечные случайные различия, называемые квантовыми флуктуациями, означали, что в одних областях материи было немного больше, чем в других. Более плотные области обладали более сильной гравитацией и притягивали к себе еще больше материи. Со временем это привело к тому, что другие регионы стали почти пустыми. Так галактики начали собираться в скопления, а между ними образовались огромные пустоты. Со временем галактики также притягивались друг к другу, соединяясь в длинные нитевидные структуры, называемые филаментами. Вместе эти филаменты образовали гигантскую, похожую на пену, космическую сеть, охватывающую всю Вселенную. Галактики скапливались вдоль этих нитей, а пустые пространства между ними становились пустотами, чем-то вроде пузырей в пене. Меньшие пустоты постепенно сливались в более крупные, и именно так сформировались огромные области вроде пустоты Бахуди. Сегодня филаменты и пустоты образуют самые крупные структуры во Вселенной. Филаменты более горячие и энергетически насыщенные, а пустоты – холодные и значительно более пустые. Пустота Бахуди по-настоящему огромна. Она составляет около 0,35% диаметра всей наблюдаемой Вселенной. Но внутри этого колоссального пространства находится всего около 60 галактик, в основном вытянутых в трубкообразную структуру через центр. Обычно область такого размера содержала бы примерно 2000 галактик. Пустота также окружена массивными скоплениями галактик, такими как Большая Медведица, Шепли-Геркулес, Северная Корона и Бахудис. Это делает пустоту в центре еще более поразительной. Ученые впервые заметили такие огромные пустые области и большие скопления галактик в 1970-х годах, когда новые технологии наконец позволили им увидеть Вселенную в 3 измерениях.
Что касается пустоты Бахуди, она была открыта в 1981 году американским астрономом Робертом Киршнером из Мичиганского университета, у которого, кстати, довольно неплохая футбольная команда. В то время он и его команда составляли трехмерную карту Вселенной, измеряя скорость, с которой галактики удаляются от нас. Этот метод называется исследованием красного смещения. Во время этих наблюдений они заметили нечто странное – огромную область пространства, где почти ничего не обнаруживалось. По сути, это было гигантское пустое пятно на карте. Ученые сразу же исключили несколько драматичных гипотез. Пустота Бахуди не является черной дырой, поскольку в ней все же есть небольшое количество галактик. Просто их намного меньше, чем ожидалось. Это также не темная туманность, плотное облако газа и пыли, блокирующее свет. Пустота Бахуди не скрывает галактики, их там изначально просто очень мало. Пустота Бахуди помогает ученым лучше понять, как Вселенная изменяется и развивается. Благодаря своей пустоте она является отличным местом для изучения темной энергии. Наша Вселенная состоит из обычной материи, темной материи и темной энергии. Обычная материя – это все, что мы можем увидеть своими глазами или с помощью приборов. Она составляет около 5% Вселенной. Примерно 27% приходится на темную материю, а около 68% на темную энергию. Темная энергия – это сила, ответственная за расширение Вселенной. Мы до сих пор не знаем, что она собой представляет. Поэтому ученые рады любой возможности изучить ее и лучше понять, как она работает. Пустоты также полезны для изучения нейтрино, крошечных частиц, которые могут свободно путешествовать по космосу, почти ни с чем не взаимодействуя. Их часто называют призрачными частицами, потому что поймать их почти невозможно. Они пролетают сквозь пространство и даже сквозь нас, не оставляя следов. Прямо сейчас триллионы нейтрино проходят через твое тело, и ты этого даже не ощущаешь. Нейтрино образуются в местах с огромным количеством энергии, в Солнце, при взрывах звезд и на атомных электростанциях. Они повсюду и уступают по численности только частицам света. Что делает нейтрино особенно странными, так это их способность изменяться во время движения. Существует 3 типа нейтрино, и они могут переключаться между ними по мере своего полета. Ученые также не знают, сколько нейтрино весят и какой из типов самый тяжелый. Изучение этих частиц может помочь лучше понять устройство Вселенной. Со временем космические миссии будут все более детально исследовать такие пустые области. Сравнивая реальные наблюдения с компьютерными моделями, ученые надеются узнать больше о нейтрино и глубже понять, как работает Вселенная. Одной из таких миссий является Евклид. Его данные будут использоваться для изучения и анализа пустоты Бахуди и других подобных космических пустот. Задача Евклида – изучать темную Вселенную. Он делает это, создавая гигантскую трехмерную карту космоса, наблюдая миллиарды галактик на расстоянии до 10 миллиардов световых лет и охватывая огромную часть неба. Ученые знают, что темная энергия заставляет Вселенную расширяться все быстрее, а темная материя помогает галактикам формироваться и удерживаться вместе, но они по-прежнему не знают, что именно представляют собой эти явления. Наблюдая за тем, как Вселенная менялась на протяжении последних 10 миллиардов лет, Евклид помогает ученым понять, как росло пространство, как формировались галактики и какими на самом деле могут быть темная энергия, темная материя и гравитация. Высота аппарата Евклид составляет около 4,5 метра, а ширина около 3,6 метра. У него есть 2 основные части. Одна управляет самим аппаратом, энергоснабжением, компьютерами и ориентацией, а другая содержит телескоп и 2 камеры.
Одна из них делает снимки в видимом свете, том, который видят наши глаза. Другая работает в инфракрасном диапазоне, что помогает ученым обнаруживать очень далекие галактики. Евклид был запущен в июле 2023 года на ракете SpaceX Falcon 9 с территории Флориды и официально начал научную работу в феврале 2024 года. Сейчас он находится на орбите далеко от Земли, почти в 1,6 миллиона километров. Он располагается в особой точке пространства, где движется вместе с Землей вокруг Солнца. Это обеспечивает стабильный обзор и упрощает изучение Вселенной. Планируется, что Евклид будет работать около 6 лет, но может проработать и дольше, если у него не закончится топливо. В октябре 2024 года Евклид опубликовал первую часть своей огромной карты Вселенной. Со временем он просканирует более трети неба за пределами нашей галактики Млечный Путь, зафиксировав миллиарды галактик, свет от некоторых из которых шел к нам до 10 миллиардов лет. Снимки, сделанные космическим аппаратом, примерно в 4 раза четче тех, что получают наземные телескопы. Евклид также детально изучает свет, чтобы понять, из чего состоят галактики и как они движутся. Он сделает это для сотен миллионов звезд и галактик. В результате будет создана колоссальная космическая база данных, одна из самых больших в истории космических миссий. Кстати, Евклид назван в честь древнегреческого математика, который помог заложить основы геометрии, науки о формах в пространстве. Ученые выбрали это имя потому, что понимание формы Вселенной помогает объяснить, как материя и энергия распределены в космосе. Вот теперь ты знаешь, на сегодня все. Так что если ты удовлетворил свое любопытство, поставь лайк видео и поделись им с друзьями.